Для работы над созданием анимации нам понадобится 3 программы. Можно ограничиться и 2, но для удобства включим еще одну. Sims 4 Studio, Blender версии 2.70 либо 2.70a и Sims Reaper. Открываем Sims 4 Studio. Так как мы планируем создавать анимацию, нажимаем кнопочку «Анимация», клип обновления. Придумываем название нашему файлу. Перед нами появляется окошечко непосредственно файла, который будет внутри игры. То есть мы должны его назвать, чтобы быстро его найти уже непосредственно в игре. Ну, допустим, тоже для примера. Так. И тоже для примера. Так. Идем. Клипс. Смотри. У нас есть кнопочка «Экспорт». Это модели персонажей, которых мы хотим с тобой вывести для работы в блендере. Мы можем с тобой вывести манекен мужской, женский, ребенок, малыш, животные, кот, русалки. Вот. Ну, допустим, нас дяденька интересует, да? Взрослый мужик. И нажимаем «Экспорт». Обзываем. Ну, допустим, М. Манекен. Сохранить. Сворачиваем. Идем в блендер. Вот видишь, у меня блендер 2.70a. Но есть и 70. И обе эти программы подходят. Почему именно эти версии? Потому что они адаптированы под Sims 4 Studio. То есть тут есть весь арсенал инструментов, который подойдет именно для нас. Открываем нашего М, манекен. И вот у нас появился дяденька с набором костей, которые мы можем всячески моделировать для создания анимации. Так, что мы имеем? Внизу шкала для кадров. Конец означает, сколько времени будет на нашей шкале. Время в секундах. Буква A английская. Выделить все риги. Риги — это кости. Так, для начала мы должны выбрать, где ключи, внизу, Lock Rod, и нажать запись. По мере создавания анимации шкала автоматически будет запоминать все наши видоизменения. Это очень удобно. Чтобы запомнить позицию, мы должны нажать клавишу I. На шкале образуется палочка, показывающая, что мы заморозили нашу позицию. Перед нами поле. Мы можем менять вид на панели нумерации. 1 — это вид спереди, 3 сбоку, 7 сверху. Чтобы вернуться в обычный режим, зажать колесико мыши и повернуть мышку. Чтобы повернуть какую-либо кость, мы используем мышь и клавишу R. Мышь просто вводим из стороны в сторону, не нажимая ни на какие кнопки. R отжимаем. Вот нажали разок буковку R английскую и двигаем мышкой. Разворот камеры происходит с зажатием колеса мыши и поворотом мышки в какую-либо сторону, какая тебя интересует. Чтобы повернуть руку, 2 раза нажимаем R, и мы можем как бы по кругу ее вращать.
То есть, если бы было просто R, то движение было бы ограничено, там, влево-вправо. А если 2 раза R нажать, то он будет уже вращательные движения совершать. При нажатии клавиши Shift и средней кнопки мыши колеса мы можем путем вращения мыши изменять позицию, обзор, угол обзора, чтобы нам было легче заниматься нашим манекеном. Еще можно нажать Ctrl и, зажав колесо мыши, сделать движение либо вперед, либо назад. Так мы либо приблизим камеру, либо отдалим ее от объекта выделенного. Напоминаю, вращательные движения активируются двойным нажатием клавиши R. Само движение осуществляется вращением мышки по столу. Просто вводим вот куда нам нужно. Вот. Чтобы выделить несколько костей, нажимаем клавишу C. Допустим, мы хотим с тобой создать улыбку. Здесь нам поможет клавиша G. Нажав ее один раз и отпустив, мы вводим мышкой в ту сторону, в которую нам хочется, чтобы создать какую-либо мимику. Также можно задействовать точки щек или скул для придачи персонажу более реалистичного вида, чтобы он не был как деревянный болван. Перемещение каких-либо точек по лицу все осуществляется клавишей G. Функциональные движения, там непосредственно взмах руки, там мырк, например, клавиши R. Смотри, допустим, мы хотим моргнуть. Для этого мы правой кнопкой мыши нажимаем 4 раза верхнее веко, 3 раза нижнее веко. 4. 2 раза нажали R и мышкой повели вниз. Таким образом у нас верхнее веко закрывается. Раз, два, три, 4. 2 раза R и веко закрыли. Движением мыши, ничего не нажимаем на мышке. 3 раза нижнее веко. Смотри, чтобы сделать вот так, один раз R нажимаешь R и вводишь влево-вправо мышкой и ищешь баланс. Смотри, закрыть-открыть 2 раза R и вверх-вниз мышкой. Чтобы выровнять баланс века, чтобы плотненько закрывалось, 2 раза R и влево-вправо. Мы его выделяем клавишей A и клавишей I фиксируем его позицию. Допустим, тебе мешают эти риги, точки. Ты вот хочешь посмотреть на целого персонажа без всяких штрих-пунктиров. Ты его выделяешь и нажимаешь клавишу H. И нажимаешь «Проиграть анимацию». Допустим, ты хочешь вернуть обратно
штрих-пунктир, нажимаешь Ctrl-Z. Допустим, тебе не понравилось, что вот он быстро делает, да, вот прям. Поэтому встаем на кадр. Персонаж должен быть выделен. Буквой A это делается. Нажимаем Ctrl-C, копировать. Переносим куда хотим наш бегунок, ну, допустим, на 40. Нажимаем Ctrl-V, вставляем кадр, а этот удаляем. Для этого нажимаем Alt-I. Удалить? Да. И получается вот такая штука. Но, допустим, тебе вообще неудобно вот этим манекеном работать, да? Ну, всякое бывает. Ну, слишком много движений, это затрачивает уйму времени. Поэтому для этого есть такой инструмент, называется открываем манекен с поз-помощником. Ну, тоже пусть будет дяденька. Открыть. И у нас вот такой вот персонаж симпатичный появляется. Уже со всякими штучками, которые помогают совершать те или иные движения. То бишь, тебе уже не надо как пластилином все это лепить. Ты просто, ну, дергаешь за нужные ниточки, можно так сказать. И он сам делает уже такие комплексные движения, приближенные к реальности. Тут, в принципе, то же самое, но уже немножечко с небольшими нюансами. В общем, если хотим какие-то трудные движения сделать, 2 раза R нажать. Если хотим влево-вправо четко, ну, четко на 4 стороны, то 1 раз R надо нажать и повернуть себе угол обзора, чтобы программа понимала, в какую сторону мы хотим повертеть. Здесь точно так же есть блокировать риг, фиксировать, вернее, прошу прощения, и делать запись наших перемещений костей. Смотри, чем отличается сам манекен от того, как мы с тобой видим, здесь стало меньше штрих-пунктира значительно, и появились всякие штучки. Вот эти вот штучки, которые я сейчас выделила, это контроллеры рига. Но есть и сам риг тоже, сами косточки, которые выполняют мимическую роль. Например, можно бровями пошевелить, рот там приоткрыть. А чтобы сделать двигательные какие-то там изменения в персонаже, то нужно на контроллер перейти. Все это осуществляется нажатием правой кнопки мыши на конкретную штучку. Вот, допустим, вот это вот за голову отвечает. Правой кнопкой мыши ее берем, не отжимая, можно водить влево-вправо, вверх-вниз, чтобы непосредственно переместить. Чтобы сделать наклон головы, мы должны правой кнопкой мыши выделить, ну, изображение головы и нажать букву R и поводить влево-вправо, там, вниз-вверх нашей мышкой, чтобы зафиксировать голову персонажа, как нам нужно. Перемещение осуществляется либо правой кнопкой мыши, ее зажатием и поворотом самой мыши влево-вправо, вверх-вниз, либо же клавишей G, то бишь нажимаем на то, что мы хотим повертеть, нажимаем G, сжимаем и вводим мышью по экрану
персонаж совершает движение зафиксированным элементом своего тела, глазами, например, или головой.